Дуэт — это что-то новое, это интересно. Возможность попробовать свои силы, тем более мы периодически с ребятами из группы прыгаем параллельные прыжки, и вот подвернулась возможность показать это на публике. Да, это новый старый партнер. Мы прыгали прыжки на чемпионате Европы, на показательных, правильно? Да, на показательных мы прыгали четверные. Мы прыгали в Новогорске, когда были на таких мини-сборах. Что я могу сказать? Ну, у меня лучший дуэт. Все. Будем стараться, будем работать. Слушайте, Марк вывозит все. Марк вывозит мою эмоциональность излишнюю. Марк помогает. И я думаю, что это такой у нас хороший дуэт. Потому что я стремлюсь за Марком. Он все равно более подготовленный. А Марк мне дает вот эту свободу, что ты можешь ошибаться, типа ничего страшного не произойдет. Я выхожу делать свою работу. В каком-то смысле я Камиль как раз в шутку говорил, что я в данном случае ведомый. Я буду делать все, что мне скажут и как мне скажут. Потому что я понимаю, что мне просто сейчас легче. Это просто вопрос твоей подготовленности. Наверное, я сейчас в данный момент конечно, мне нужно больше концентрации, больше внутренних сил, чтобы с Марком попрыгать. А так, как Марк говорил, мы на чемпионате Европы и много на каких-то стартах все время совместно прыгали. Так что все супер. В любом случае, это что-то новое всегда интересно. Нужно будет что-то сделать синхронно, что-то в паре. Конечно, похожий опыт был в прошлом году с Ксенией Гущиной, но мы уже скатанный, сработанный дуэт. Уже, понимаете, надо двигаться дальше, пробовать что-то новое и интересное. И вот в этом году у меня Матвей Ветлугин. Вот это интересно будет. Валидол. Я вообще рад, что меня поставили в дуэт. Это было приятной неожиданностью вчера. Она очень много делает каскадов. Вообще всегда. Она идет на шаг вперед, она все время добавляет. Поэтому это... Не хочу, конечно, перед нашим стартом говорить, чтобы не сглазить, но ее козырь такой, что она прям вот старается еще зацепить прыжочек, то есть прям вот все по копеечке добирать. Дополнительная ответственность за товарища. Мы же не собираемся друг с другом там соперничать, а кто больше баллов нашему дуэту принесет. Я думаю, что Влад и Маша фавориты, оба с Ультра-Си, достаточно стабильными, Влад с высшими четверными. Поэтому, так, отстраняясь от того, что я являюсь участником конкурса дуэтов, я бы назвал вот пару Тикиджи Захарова фаворитами. Да, Матвей, я так сказал. Ну, не знаю, посмотрим, как пойдет. Ну, все наравне как будто бы, если честно. Все распределили неплохо, так, чтобы не было у кого-либо преимущества такого сильного. Но с учетом того, что Маша хорошо выполняет тулуп, а я не очень выполняю тулуп, мне придется напрыгивать тулуп. Либо Маша Луц. Тут как бы два варианта, и, скорее всего, мне тулуп. Мы будем с Машей просто болеть, видимо, друг за друга. Ну ладно, за других тоже шучу, конечно. Я думаю, что не тяжело будет, потому что я здесь, видно было, мы параллельно прыгали, чтобы я уже чувствовала то, что рядом со мной тоже кто-то прыгает. Конечно, не очень хорошо то, что Влад не в Москве, и поэтому мы параллельно сейчас не можем ничего тренировать, но у нас будет социальная, получается, тренировка 30-го. Наверное, нам главное понять, насколько близко мы будем, потому что если тык-впритык, конечно, не очень будет, очень страшно будет то, что мы там врежемся. Надеюсь, мы там с Владом все обсудим. Позвонил Алексей Николаевич, сказал, что мы будем выступать вместе. Я сначала подумала, что это будет командный турнир, я просто буду в его команде. А потом мы узнаем, что это дуэт, и у меня сразу такое немножко шуточка возникла, что, Жень, тебе не повезло, явно. Прости. Говорю, да нет, Сонь, все сможем. Я, да. И пошла работать. Но я спросила, например, как Женя к этому относится. Он относится как
шоу. А я наоборот, я к этому очень серьезно отношусь, и как-то в голове сидит только не подвести бы. Ни его, ни себя. Понятно, что переживают мне, как мне кажется, все. Я ей сразу же сказал: Соня, не переживай, как суждено быть, так и будет. Я сказал, вот только вот надо работать. Вот я всегда как себя настраиваю, чтобы на тренировках приложи максимум усилий, чтобы потом, после итогов соревнований, как бы не мог себя упрекнуть, что я что-то там не сделал, что-то там не доделал. Главное тренироваться, а там уже как будет. Мне кажется, что он очень яркий, особенно на льду. То есть, если он что-то делает, то он это делает очень ярко, в полную силу. Сильный, наверное. Я тоже всегда удивляюсь, что, например, там, 2-3 дня его не было, он приходит на тренировку там, на одну, на две и шпарит как не в себя. Просто с первой попытки там тоже катает. Всегда чисто. Практически. Я могу сказать, что Соня достаточно хорошо прибавила за этот промежуток, даже не только в плане спорта, как бы и взаимодействие с тренерами, мне кажется, положительно сказываются на ней. Ну и вот тоже смотрю на тренировках, она упорно тренируется и пытается сделать и выжать из себя все возможное, так что она большая молодец. Мне кажется, все дуэты сильные. Тут никогда не узнаешь, как все обернется. Все дуэты интересные, все дуэты сильные, а выстрелить может каждый. Всегда на победу претендуем всегда.